такой кейс классный, который со мной произошел. Я в какой-то момент, там, ну, после начала войны уже, понятно, очень много всего менялось в компании, и я задала себе вопрос, вот как, тогда у меня есть определенные цели, куда я хочу прийти, и я себе задала вопрос, так, ну, как мне к ним прийти, как мне развивать компанию, что делать, чтобы это вот случилось. И у меня, ну, там, в процессе размышлений пришла идея, что нужно разделить компанию там на 4, ну, условно, на 4 компании, да, отдельно у нас образовательная компания PS Education, отдельно PS Consulting для B2B, да, продаж, отдельно EPS Lab лаборатория, где мы разрабатываем продукты образовательные, консалтинговые, и отдельно EPS Media. И с сентября мы так начали работать. Вот. И буквально на днях, а мы сейчас занимаемся, у нас там IT-компания, мы сотрудничаем, они пишут для нас управленческий софт полностью, там очень классное решение должно быть такое. Вот, ну и мы с ними, значит, встречаемся, они говорят, там, расскажите структуру компании, чтобы мы тоже понимали, как вот это все спроектировать. Ну, я им рассказываю, они говорят, так это у вас по типу как бизнес-юниты. Я говорю, ну, может быть, не знаю. А я слово слышала бизнес-юниты, но я не знала, ну, значения не знала никогда. И мы закончили встречу, я погуглила, смотрю, что такое бизнес-юнит, и читаю и смеюсь, потому что на самом деле описывают ровно ту логику, да, которую я закладывала в свое решение управленческое. Вот ровно то, хотя я никогда в жизни не знала, что такое бизнес-юнит. И вот это к чему? Это к тому, что, какой у меня был способ, да, я могла, например, пойти на традиционное бизнес-образование, где бы мне рассказали долго и нудно, какие управленческие модели существуют, что сейчас перспективного нового в мире, а зачем какую модель куда вводить, да, я бы потратила много тысяч долларов и много своего времени, и, в общем, и пришла бы вот к такому решению, что моей компании подходит модель бизнеса. Я могла пойти, ну, это первый способ. Второй способ – это просто задать себе вопрос, да, как ты хочешь, да, вот ты хочешь вот так вот, а как к этому прийти и так далее. И понятно, что есть коллективно бессознательные идеи везде витают, и раз из себя это вытащила. Но здесь что нужно? Пространство, чтобы поразмышлять. Да, я себе всегда по жизни это пространство организую там, через коучей, психологов и так далее. У меня же всегда есть много пространств, которые помогают мне думать. Да? Вот. Но не у всех людей это есть. Поэтому вы как тренер организуете это пространство. Да? Что ты хочешь и как тебе к этому прийти. И человек сам находит решение, потому что у всех есть связь с коллективным бессознательным, у всех есть связь со своим будущим, да, у всех есть связь со своим прошлым. И они найдут лучшее решение. Ваша задача организовать пространство, ваша задача помочь человеку в это поверить. Да, потому что еще бывает такое, что идея пришла, а человек говорит, это не, ну как бы. Одно дело, если я услышу, что это принятая в мире суперсовременная модель, это одно дело. А если я просто так придумала, ну как будто бы это не ценно. Вам нужно сказать, что, ребят, это ценно. То есть вы же, все равно живете в коллективном сознании, вы все идеи подтягиваете. Вот, нужно их слышать и нужно им доверять. Вот, поэтому вот это принцип производства, а не потребления. Принцип взаимодействия, а не влияния. Ну, я думаю, понятен, да, то есть ваше соприкосновение в тренинговом пространстве – это про взаимодействие, а не про влияние.